Война. День 227. Ситуация на фронтах. Сегодня утром был взорван Крымский мост, в результате чего было уничтожено 3 автодорожных пролета, а также из-за осколков загорелся железнодорожный состав с цистернами. Сообщается, что повреждения получили 1300 метров пути, а сооружение моста пострадало от сильного температурного воздействия. Мощность взрыва, по моим оценкам, несколько тонн в тротиловом эквиваленте, из-за чего можно заключить, что это не ракета, да и мы с вами видели эффективность ракет против мостов. Далее следует версия россиян с взрывом фуры. В теории она может быть под завязку набита взрывчаткой и вызвать такой мощный взрыв. Но взрывная волна фугаса идет по меньшему сопротивлению, и вся энергия будет направлена вверх, так что не совсем понятно, как бы оно разрушило 3 пролета моста. Но если бы взрывчатка была в грузовике, то, наверное, лучше взрывать ее на арке, где эта волна как раз и поразила бы арку и тросы. Да и вообще, разрушение арки – это и гораздо красивее и эффективнее. Я бы взрывал именно там. Но мы видим подрыв в самой низкой части моста. Я думаю, что это не просто так. Скорее всего, какая-нибудь подводная роботизированная штука подплыла под мост, всплыла и взорвалась, сбросив несколько пролетов. Поэтому взрыв и произошел в самой низкой точке моста, потому что там взрывчатка ближе всего к конструкциям. Версия с фурой кажется неубедительной, так как перед въездом на мост ее осматривают и проверяют, а тонны взрывчатки довольно сложно не увидеть. Восток. Россияне обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской, Черниговской и Харьковской области. Также ракетным ударом подвергся Харьков, в результате чего пострадала автомойка и спортзал. В чем стратегический замысел удара по таким целям остается загадкой. После стремительных продвижений украинских войск и освобождений территории в последние дни, новых продвижений мы не замечаем. Одной из причин стала распутица, которая не позволяет использовать тактику быстрого прорыва по полям на колесной технике через разреженную оборону россиян, которую мы видели ранее. А на основных дорогах у них сосредоточены большие силы. Так, украинские войска продолжают держать под огневым контролем трассу Р-66, а россияне сосредотачивают войска в районе Кременной и Сватово. На правом берегу Донца продвижений также не было, хотя российские войска атаковали Выемку, Солидар и подступы Бахмута, а еще в который раз заявили о взятии Зайцева. Ранее они это сообщали 19 августа и 20 сентября. Так, того и глядишь, захват Зайцева затмит взятие Коровника в Песках или села Благодатного. Дальше артиллерийские бои вдоль всей линии фронта, но без продвижений. В Донецке сообщается о большом пожаре в результате взрыва. Запорожье также подверглось ракетным обстрелам. Юг. Украинские войска постепенно зачищают оставленные россиянами территории и собирают трофеи. Так уже достаточно много кадров с танками Т-62, которые завозили на это направление. Также были захвачены реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч», еще и с боекомплектом, что довольно необычно, так как подобные системы должны быть глубоко в тылу, и их оставление свидетельствует о паническом бегстве россиян. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашим лайкам, комментариям, подписке и колокольчику, и огромное всем спасибо, кто поддерживает канал финансово.